Так, продуктов нет, надо идти в магазин. О, ребята, привет! Пойдем сейчас вместе в магазин и посмотрим, насколько дорогие продукты, и попробуем разобраться, кто виноват в дороговизне, которая происходит. Вы на канале «За чашкой кофе». Поехали! Мы с вами находимся в супермаркете Лекси города Пловдив. Я стараюсь заснять все цены, хотя не очень удобно снимать в людном месте, но для вашего удобства вы можете поставить на паузу видео для рассмотрения цен, либо на самом видеоплеере замедлить скорость и включить субтитры. Все указанные цены в супермаркете – это цены влево, а чтобы просчитать в евро, нужно поделить эти цены на 2 и грубо получите цену в евро. Сегодня середина августа 2023 года. По данным Института национального статистического управления, в июле 2023 года месячная инфляция составила 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция за июль 2023 года по сравнению с июлем 2022 года составила 8,5%. В июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен был в группах развлечения и культура плюс 7,5%, рестораны и гостиницы плюс 2,9%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива плюс 1,8%, здравоохранение плюс 0,7%, снижение зафиксировано в группах одежда и обувь минус 1,4% и различные товары и услуги минус 0,1%. В группах непродовольственных товаров и услуг рост цен зарегистрирован на услуги краткосрочного проживания, они поднялись на 24,1%, комплексные услуги для отдыха и туристических поездок поднялись на 17,2%, международные авиаперевозки поднялись на 13,1%, а с начала июня пониженная ставка 9% на теплоснабжение, принятая в качестве антикризисной меры в прошлом году, была отменена и теперь вернулась к стандартным 20%. На водяное отопление было повышение на 10,1%, на электроэнергию, которая поднялась 4,4%, водоснабжение на 2,6%. Снижены цены были на газ на 3,6%, кинотеатры и театры на 2,8% и на покупку велосипедов. Они упали в цене на 2,2%. В июле 2023 года выросли цены на следующие продовольственные товары. Цитрусовые и южные фрукты на 5,1%, маргарин на 4,8%, перец на 4,5%, спелый чеснок на 3,8%. Отмечается снижение продуктов питания и прочих свежих овощей, как стручковая фасоль, кабачки и баклажаны на 22,7%, спелого лука на 12,9%, картофеля на 12,3%, корнеплодов, такие как морковь и свекла, на 8,6%, персики и абрикосы на 5,4%. По статистике, цены на молоко и молочные продукты выросли почти на 50%. Комиссия по защите конкуренции возбудила дело о создании картелей, которые привели к повышению цен на основные продукты питания, включая молоко и молочные продукты. Цена определяется сырьем, транспортом, производством и торговой наценкой. Именно наценка розничных сетей, по мнению отраслевых организаций, создает большую разницу между ценой покупки и ценой для конечного потребителя. Молочные продукты и желтые сыры продаются в 2 раза дороже, чем при закупке у производителей. Например, закупают по 12-14 лева, а в магазинах в конечную цену ставят 27-29 лева.
Давайте вернемся к ценам на овощи. Неблагоприятные погодные условия и неурожай привел к росту цен на овощи и фрукты в середине августа. В условиях дефицита на рынке европейский импорт компенсирует болгарское производство. Плохой климат и неурожай из-за дождей являются причиной высоких цен на фрукты и овощи в середине лета. Из-за сокращения производства и дефицита болгарской продукции увеличение импорта составило 8% по сравнению с прошлым годом, и только динамические поставки из ближнего зарубежья сдерживают цены. Поэтому цены на данный момент на овощи и фрукты выше сезонных. По моему мнению, ассортимент овощей и фруктов этим летом настолько скуден, но мы практически не покупаем фрукты. Если еще в прошлом году хоть как-то было их достаточное количество, в этом году и ассортимент скуден, и довольно высокие цены, и даже покупая за высокую цену, этот товар совершенно не годен. Если вы живете в Болгарии, напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком регионе вы живете и что вы потребляете и покупаете из фруктов, и съедобные ли они. У нас в доме любят болгарскую продукцию, болгарские овощи и фрукты, если мы их находим вне сезона, это нам просто очень сильно повезло, и они такие вкусные, все остальное как-то очень скудноватенько. А давайте сейчас разберемся, как за один год изменились расходы и доходы болгар, а также что происходит на рынке труда. Итак, безработица в стране на июль 2023 года составила 5,2%. Она повысилась, было буквально весной 3,6%, по-моему, процентов. Процессы трудовой миграции продолжают усиливаться в Южной Болгарии. В общей сложности 500 000 болгар выезжает за пределы мест своего проживания на работу в Южную Болгарию. Менее развитая инфраструктура препятствует этим процессам в Северной Болгарии. Как я и говорила в одном из своих видео, очень много приезжают с Южной Болгарии на работу сюда, в Пловдиве. Востребованность рабочих рук именно здесь, в Пловдиве, очень высока. Теперь, есть замедление торговых партнеров Болгарии в Европе. И проблемы в Китае сильно влияют на экономику. И это негативное влияние будет видно в данных за следующие 2 квартала. То есть данные, которые есть сейчас, они еще не отражают полную картину. Но конечное потребление в стране остается стабильным на фоне высокой инфляции за счет роста заработной платы и доходов населения. Рост цен отталкивает страну от присоединения к еврозоне в 2025 году, а годовая инфляция 8-9% значительно выше среднего европейского уровня и критериев членства. И, как сказал Андриан Николов, экономист Института рыночной экономики, что на данном этапе нет очевидных причин, по которым Болгария должна получить исключение из требований, аналогичных Хорватии. Также, как говорит Николов, мы должны вмешаться в геополитический вопрос. Присоединение Болгарии к еврозоне является очевидным способом дальнейшей интеграции страны в евроатлантический блок. Это также включает присоединение Болгарии к Шенгену. Возможно, что эти геополитические предпочтения перевешивают строгий фискальный консерватизм и соблюдение фискальных правил. Напомню, что фискальный консерватизм – это дерегуляция рынка и свободная торговля. А что же происходит с расходами и доходами болгар? Так, по данным Института национального статистического управления, общий доход в среднем на одно домохозяйство во втором квартале 2023 года составил 2668 лева и увеличился на почти 21% по сравнению с 2022 годом. А общие расходы в среднем на человека в домохозяйстве на 2023 год составило 2379 лева и увеличилось на 21,5% по сравнению с 2022 годом.
Потребление большинства основных продуктов питания в среднем на человека в домохозяйстве снизилось во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же кварталом 2022 года. При этом наибольшее снижение потребления было в хлебе и макаронных изделиях с 18,9 кг до 17,7 кг, а также йогурта от 7,5 до 6,8 кг. Увеличивается потребление фруктов с 9 кг 700 г до 10 кг, также мясных продуктов с 3,5 кг до 3 кг 700 г и свежего молока с 4 литров 400 г до 4 литров 600 г. Потребление яиц, картофеля и спелых бобов остается неизменным. Теперь в структуре общего дохода наибольшую относительную долю составляют доходы от заработной платы. Это 57,5%. За ним следуют доходы от пенсий, это 30,5%. И от самозанятости, это 6,2%. В структуре общих расходов наибольшую относительную долю составляют расходы на продукты питания и безалкогольные напитки, это 31%. За ними следуют расходы на жилье, 16,4%. Налоги и социальное обеспечение, 14,7%. Транспорт и связь, 14,3%. На здравоохранение увеличились расходы на 6,2%, а свободное время, культурный отдых и образование увеличились на 52,1%. Налоги и социальное обеспечение увеличилось на 38,5%. Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Болгария делает стремительные шаги по вводу евро, который запланирован на 1 января 2025 года. Доходы населения индексируются раз в полгода и стремительно растут. По моему личному мнению, правительство не регулирует рынок и не контролирует рынок. И я не думаю, что цены перестанут расти. У населения есть средства на жизнь. А вот тем, кто собирается переезжать сюда, просчитайте, пожалуйста, свой бюджет и заложите в него дополнительные средства на возможные будущие повышения, чтобы вам было комфортно здесь жить. Делитесь своим мнением в комментариях. Благодарю за просмотр. На этом все. Пока-пока.